Привет! Летом дома не сидится, и сегодня новости Канады за июнь мы расскажем из этого чудесного парка на берегу озера Онтарио. Мы его уже показывали в одном из наших роликов, ссылку я прикреплю вот сюда. Главная новость июня. В июне население Канады превысило 40 миллионов человек. Когда мы приехали в Канаду в 2010 году, у нас было всего 34 миллиона. Мы тоже участвовали в переписи, так что нас тоже посчитали. А вообще у Канады грандиозные планы дорасти до населения 100 миллионов, правда, к 2100 году. Наверное, не доживем. Будем стараться. Новости про самый большой город Канады – Торонто. Мэром города Торонто на выборах стала Оливия Чоу. Это первая женщина-мэр города Торонто, а также первая из так называемых видимых национальных меньшинств в качестве мэра города. А если говорить конкретнее, то ее семья приехала в Канаду из Гонконга. Там на берегу вдали Гамильтон с мэром женщины. У нас здесь в Миссисаге тоже по давно сложившейся традиции женщина-мэр. Теперь и Торонто будет в надежных руках Оливии Чоу. Когда говорим про надежные руки, то имеем в виду, что предыдущий мэр Торонто подал в отставку из-за интрижки на рабочем месте. До него был мэр, тот вообще злоупотреблял веществами, опять-таки на рабочем месте. Почувствуйте себя бабкой на скамейке при обсуждении мэров. Ах да, помните кандидата собаку? Четвероногий кандидат на пост мэра, собака Молли, набрала 600 голосов, что позволило ей занять 19 место из 102 участников. Видно, все члены кинологического клуба проголосовали за нее. Но для первого места надо было все-таки 300 тысяч голосов. Тут из правительства еще один форт. Не этот, а вот этот. Он главный в Онтарио, премьер-министр. Так вот, он задумал повырубать зеленую зону вокруг Торонто, так называемый Greenbelt, и отдать его под застройку. А еще построить на берегу шикарный спа-центр. Вся общественность, мягко говоря, в шоке. Посмотрим, как новая мэр сможет с этим справиться. А тем временем мэр Миссисаги Бонни Кромби собирается участвовать в выборах на пост премьер-министра Онтарио, тем самым подвинув Форда с его места. Пожелаем ей удачи. В городе Миссисага у нее замечательно получается, и на выборах она легко набирает процентов 80 голосов. Мощная заруба случилась между канадским правительством и корпорациями Google и Facebook. Правительство приняло хитрый закон, по которому хотело тянуть с корпораций деньги за размещение канадских новостей в соцсетях, на что корпорации просто удалили все ссылки на новости. Политики любят все зарегулировать. Так они заявили, что IT-корпорации не подконтрольны и являются угрозой демократии, на что IT-корпорации ответили, что правительство вообще не понимает, как устроены и как работают социальные сети. И так как они не делают никаких денег больших на новостях, то им проще все поудалять и не связываться с бюрократами. Сейчас в итоге что получилось? Газеты поразорялись, их никто не читает, телевизор живет на деньги, выделяемые правительством, а соцсети от новостей отстранены. Вот же действительно угроза свободе слова и демократии. Для следующей новости заварю валерьянки. Без этого никак.
Банк Канады после небольшой паузы, пару-тройку месяцев, опять поднял ставку на 0,25% до 4,75%. В июле, когда мы записываем этот выпуск, он поднял еще на 0,25% до 5%. Банкиры-финансисты говорят, что будут душить, пока инфляция не вернется к низким уровням. Поясним в цифрах. Возьмем среднюю цену недвижимости в 1 миллион долларов. Вычтем 20% первоначального взноса. Остается 800 тысяч ипотечного кредита. Посчитаем величину ежемесячного платежа по ипотеке. Было 3400 долларов, а стало 4650 долларов. А вот как это видят в политике бюрократы. Средняя задолженность населения по ипотечному кредиту 360 тысяч долларов. И вот эти вот самые 0,25%, на которые они поднимают ставку, приводит к увеличению платежа по ипотеке с 2042 долларов до 2093 долларов. Всего-то на 50 долларов в месяц больше. Но они подняли этот процент по 0,25% уже 10 или 11 раз. И каждый раз по 50 долларов. Да что такое 360 тысяч? Таких цен на рынке недвижимости уже давно нету. И это только ипотека. А еще налог на недвижимость, страховка на недвижимость, содержание дома и ремонты. Ты пей валерьяночку, пей. Правительство Канады не отстает и тоже борется с инфляцией, как умеет. Так оно пытается запретить инфляцию, намекая торговым сетям, что цены поднимать нехорошо. Откопали историю 6-летней давности о монопольном сговоре хлебозаводов и показательно оштрафовали их на 60 миллионов долларов. А я же скажу, не бывает высоких цен, бывают низкие зарплаты. Вот зарплаты и поднимайте. Но почему-то про их подъем молчок. И теперь о деньгах. О больших деньгах. Помните, в прошлом выпуске мы говорили о выигрыше в 70 миллионов долларов по лотерейному билету, который был куплен в Скарборо в прошлом году. Так вот, время предъявления этого билета в июне истекло. И владельца этого билета так и не нашли. Но зато нашлось 1000 претендентов, которые заявили, что это был их билет, они его потеряли, но они точно его покупали. Ну что ж, теперь будем ждать год расследования, кто же этот самый билет действительно купил. Будут проверять всю 1000 претендентов. Такая особенность канадской системы. Успел подать заявку вовремя и жди рассмотрения. Схожая ситуация у меня была с рабочей визой много лет тому назад. Я подался на продление и ждал ответа. Долго ждал, уже и время предыдущей визы вышло. Но никто меня из Канады не гнал, потому как подался вовремя и сиди, жди. В июне весь мир следил за судьбой батискафа, который погружался к Титанику. И все это время на заднем плане был Сент-Джонс. Это столица канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Батискаф и компания были американскими. Казалось бы, Канада ни при чем. Зачем Сент-Джонс на заднем плане? Дело в том, что Ньюфаундленд и Лабрадор, столица которого является Сент-Джонс, ближайший порт к месту крушения Титаника. В те недели, когда происходили эти события, я был в командировке в Сент-Джонсе. И в течение следующих пары недель я соберу видео. В нем не будет про батискаф, а будет про Сент-Джонс. Крутое место. Вот такой вот анонс. Сегодня, наконец, солнечный день. Поснимаю знаменитые Jelly Bean дома, которые все цветные. Ну и перейдем к спортсменкам месяца. Их у нас в этом месяце 2.
Эрин Брукс в июне неожиданно заняла второе место на чемпионате мира по серфингу. И это в 15 лет. Серфинг – олимпийский вид спорта с 2020 года. Надеюсь, эта молодая спортсменка пробьется на Олимпиаду. В октябре будут отборочные. Вторая спортсменка Пейдж Рини. Она топ-атлет в водных лыжах и вейкборде. Что такое вейкборд? Ну, это как сноуборд, только на воде. Тоже олимпийский вид спорта? Уже да. Вау. Вот что делает лето. Даже новости про спорт и то водные. И о погоде. В Канаде наступило лето. Только не 1 июня, а 21. Все цветет и колосится. А местами даже созревает. У нас жара. И все бы ничего, но дым пожаров сделал воздух в Торонто самым грязным в мире. И это официально. Канада – огромная страна. Так, 21 июня я был в самой восточной точке на острове Ньюфаундленд. И там погода была около нуля, и было очень холодно. Привет! Спасибо Полине за перчатки, за шапочку и за свитерочек. Мы желаем вам теплого И комфортного лета. А животное месяца мы назовем скунса. Хорошо, хоть не рядом с нашим домом бегает, а рядом с местом работы Маши. Рядом с нашим домом он в прошлом году бегал. Бывает. Канада.